Добрый день, уважаемая Инга. Яночка, хочу просто поделиться своим опытом, когда я читаю ритуалы и что происходит, какие чудеса. Однажды я услышала ритуал приветствия богам. И с того дня начала каждое утро читать приветствие богам. Великое солнце светило мироздания, намаха тебе мироздания. Именно обращаться к солнцу. Намаха тебе мироздание, намаха тебе наше светило, намаха тебе добро и зло, намаха. И вот была ситуация однажды, небо было темно-темное, черное-черное, вообще ничего не предвещало, что там что-то где-то какой-то просвет будет. Ну, я просто встала, стала снова читать благословение богам, приветствие богам, о создании богов, и приветствую тебя, намаха тебе добро и зло, я приветствую тебя, солнце светило мироздания. И вот в этот момент, это надо было видеть, и я знаю, что вы ощущали такие чудеса, тучи просто открылись, вот просто открылись на моих глазах, и открылось, светило солнце. И это действительно просто было чудо из чудес, когда на фоне черного неба после обращения к солнцу светилу, оно открылось и пустило на меня луч божественного света. Но я это ощутила, я это поняла, приняла с благодарностью, и с того момента еще больше стала общаться со светилом солнца. Но я по знаку тоже солнце, поэтому я очень благодарю, что небеса отзываются, открываются и благодарят нас своей поддержкой. И ритуалы, конечно, работают, уважаемая Инга. Благодарю вас, и это для меня как какая-то форма поддержки, защита от высших сил, от небес, ну и, конечно, от нашего солнца, от именно мироздания всего. Вот, благодарю. Добрый день, уважаемая Инга. Еще раз хочу поблагодарить вас за ваши ритуалы, которые действительно сильные и очень работают. Мне очень нравятся ритуалы, когда мы обращаемся к фортуне. И вот недавно вы давали тоже ритуал к фортуне для фарта. Яна, добрый день. Очень спонтанно записываю голосовое. А, Очень удивительное событие сейчас произошло, я немножко в шоке. Делала ритуал в день солнцестояния, ждали, конечно, прямого эфира, не сложилось, но сделала сама. Сделала все сама, все хорошо. На следующий день алтарь не убирала. На следующий день вышло видео Инги «День чертей». Очень понравился. Потрясающее объяснение. И вы знаете, вот когда даже слушала, аж мурашки прям бегали, перед глазами все черти, которые бегают, суетятся, и так мне понравилось, и я сделала этот ритуал, правда, с огромным удовольствием, прям вот как-то пошло оно. Вот, сделала сегодня утром несколько ритуалов фортуне, ну, алтарь приготовлен, надо прям вложиться, прям настроение хорошее было, и дождь пошел, и так все прям классно. Ну, все, сделала, пошла работать. Работаю, а у меня прям сидит, мне нужно определенное количество денег на свою цель, и в ближайшее время. Я так переживала, думаю, откуда же взять? Зарплаты не хватит, этого не хватит. И туда, и сюда, думаю, ладно, заработаем, все будет хорошо. Вы не поверите, я просто в шоке. Звонит человек по Авито, я там совершенно новую прекрасную станцию Алисы продавала. Долгое время она стояла, и именно сегодня он приезжает, девушка говорит, очень срочно надо, мы, говорит, переезжаем, я заберу, я прямо сейчас приеду. Я говорю, послушайте, говорю, ну давайте там проверим ее, там, проходите, я включу, что она работает. Нет, 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 вот вам деньги, наличка. Я ее забираю, посмотрел, да, говорит, все хорошо, все, говорит, спасибо большое. Я, говорю, так давно ее искал. Я просто в шоке, что все так срослось. Я от всей души благодарна Инге за ее труд, за ее помощь нам. И огромное-огромное счастье переполнит меня. Прям целую, обнимаю. Спасибо огромное. Добрый день, уважаемая Инга и уважаемая Яночка и все слушатели канала «Ведьмина изба». Я хочу поделиться результатами ритуалов, которые я проводила. Я на канале уже 3 года. Начала делать сначала чистки, потом ритуалы на удачу и везение. Делала такие, как «Госпожа удача», «Я фартовая», «9 дочерей Ульгена».
И вот однажды, когда я оформляла большую покупку, мне предложили в качестве благодарности мгновенную лотерею. И, конечно, я выиграла. Было неожиданно. Я выиграла бесплатное проживание в одном из отелей в городе Сочи на Красной Поляне. Бесплатное проживание было на 3 дня. И посоветовавшись с мужем, мы решили еще продлить на пару дней там отдых. И когда по телефону я позвонила, нам сказали, что по приезду доплатите такую-то сумму. И как же, перед самым выездом в Сочи я начитала, Кайрос подарит счастливый случай. И как же мы были удивлены оба, когда мы приехали и стали оплачивать, а нам озвучили сумму в 2 раза меньше, чем изначально обговаривалось с ними по телефону. Я, конечно, была в шоке, в легком шоке, и даже побоялась переспросить. Может быть, они ошиблись, но не стала переспрашивать. Вот, еще когда зимой у меня муж простыл и слег. Сначала была небольшая температура, потом перестал он есть, ослабел, начал таять буквально на глазах. И вроде была банальная простуда, а потом, позже, как оказалось, уже началось воспаление легких. Мы делали уколы, давали кучу препаратов, но ничего не помогало. И становилось ему только хуже. И хочу добавить, что он не очень-то хорошо относился к тому, что я делала ритуалы. Ворчал, иногда даже злился. Но вот когда ему уже стало совсем плохо, и я его спросила: «Хочешь ты вообще жить?» Он ответил: «Да, конечно, хочу». И я, естественно, что воспользовалась его состоянием и буквально заставила его делать ритуал «Пробудить антитела». На утро, проснувшись, он мне рассказал, что к нему во сне подошел какой-то старый человек с бородой и с клюкой. Молча прочертил перед ним линию этой клюкой, развернулся и ушел. С того момента он пошел на поправку и больше мне никогда ничего не говорил против, когда я начинала делать ритуалы. А буквально недавно, уходя ранним утром, еще по-темному, он у меня рано уезжает на машине, открыв ворота, он их не закрыл, точнее сказать, промахнулся. У нас большая перекладина, она не попала в пазы, а просто свесилась и висела. И он уехал, а я, когда уходил, даже не обратила внимания, что ворота остались открыты. И как же мы были оба удивлены вечером, когда мы приехали домой, хотела открыть ворота, они, по сути, были открыты, а внизу была закрыта на маленькую щеколду, которую мы никогда не закрываем, а только если когда уезжаем надолго или на несколько дней. Мысли, конечно, у меня были всякие. Я пересмотрела видеокамеру, но никого не было. И хотя муж говорил, что я не закрывала эту щеколду, но я потом поняла, что духи охраняют наш дом. Я каждые полгода делаю сохран на дом и семью ритуал. И еще хочу рассказать о том, что каждый год в августе у меня начинается сильная аллергия. И на меня практически уже перестали действовать препараты от аллергии. Я попробовала начитать перед применением лекарств абракадабра 11 раз, убирая каждый раз по одной букве. И вы знаете, результат, хочу сказать, был ошеломительный. Исчезли практически симптомы, но не до конца, но немного иногда чихаю, но уже намного легче все переношу. Глаза уже перестали слезиться, нет такого обострения. В общем, я рада, что наконец-то нашла способ, как пережить самый для меня тяжелый период, летний период, август месяц. Я благодарна вам, Инга, за такие сильные ритуалы. Благодарю богов, силы, духов. Очень рада, что встретила такого человека, как вы. Спасибо вам огромное. Низкий вам поклон. Доброго часа, Инга и Яна. Меня зовут Наталья, я из Казахстана. Около 2 лет я изучаю канал. Раньше мне приходила информация, были прогнозы от Инги, но я как-то всерьез не воспринимала. Видно, на тот момент еще не была готова. Потом, когда я начала изучать,
мне заинтересовала Инга как историк. То есть она давала такие интересные факты, которые нам не преподавали в школе. И я начала постепенно углубляться вот именно в мир духов. Я начала все больше и больше интересоваться этим, да, и решила попробовать сначала заговор лечебный. У меня есть сын, ему на тот момент было 7 лет, он занимался плаванием и получил травму, у него появилась киста Бейкера. То есть на сегодняшний день это заболевание, оно не подлежит лечению, то есть как бы мы были у нескольких врачей, и как бы все сказали, что это как бы, можно сказать так, навсегда, потому что это как бы спортивная травма такая. Я решила попробовать лечебные заговоры исцеления водой. Я на диктофон записала своим голосом и включала перед сном ребенку. Буквально, наверное, дней 10 прошло, и киста прошла. Да? Киста ушла, как ни в чем не бывало, то есть нога все очистилась. То есть, после вот этого первого моего опыта прошло примерно где-то уже года полтора. Также через воду я помогла ребенку избавиться от НРЗа. Потом, когда я поняла, что это все работает, да, я начала уже делать ритуалы денежные, то есть шепотки использовать. Подключился муж, то есть помимо того, что у нас дома есть алтарь, да, и у него на работе есть алтарь, я ему сделала богиню Егиню, и он ее почитает, угощает квасом, хлебом. То есть, если какие-то на работе неполадки, он все время там использует шепотки. То есть он настолько в это стал верить, даже мне кажется, что больше, чем я. Даже не думала, что мой муж будет бегать по лесу с куском мяса, как бы отдавать свое уважение там различным духам. Вот. Что для меня еще было очень важным, то есть по глупости, не знаючи, мы с девчатами посадили дубы. И потом оказалось, что это священное дерево, его сажать ни в коем случае нельзя. Я, конечно же, испугалась, нашла как раз вот через и лекцию Инги, я узнала. Тут же сделала отчитку, но все равно душа неспокойная, и я написала Инге, да, через Яну я написала, и Инга мне ответила. Она сказала, что если отчетку сделали, то больше ничего делать не надо, и больше не прикасайтесь к этому дереву. Для меня это был большой показатель чисто плотности человека. В том, что, допустим, она могла бы там сказать, да, надо там, то есть это столько стоило, да, но она этого как бы не сделала. И я поняла, что человек на самом деле, да, что он делает все для людей, для тех, кто действительно ему верит и доверяет. Вот. И самое, не самая, наверное, а одна из таких целей, которые сейчас происходят в нашей семье, мы продали квартиру с помощью, опять же, заговоров в очень короткие сроки, да, используя заговор 13 беснят и обращение к домовому. Домовой мой, это вообще, это мой друг. Мы настолько с ним дружились, то есть я вообще прям настолько стала его чувствовать, вот благодаря тому, что Инга вот проводит эти все лекции, где она учит нас уважительно относиться к предкам и духам. Но для меня это сейчас очень, очень главное. И получается, что мы продали свою квартиру, и сейчас у нас идет оформление на покупку дома. Да, конечно, частично мы будем оформлять через ипотеку, но я уверена, что через заговоры денежные, как избавиться побыстрее от долгов, мы этот дом выкупим. Инга, Яна, я очень благодарна вам, что вы появились в жизни моей семьи. Яночка, вам огромное спасибо за ваши тексты. У меня прям уже 4 большие такие блокнота, которые я пишу, заполняю, списываю, в телефоне сохраняю. Всем всего хорошего, до свидания. Здравствуйте, уважаемая Яна. Я хотела записать голосовое для Инги о результатах проведенных мной ритуалов. Я работала в магазине, и мне очень понравился один парень. Я очень долго была одна, 7 лет я после развода была одна. И я решила провести ритуал, призвать любимого.
До этого я уже 1,5 года как находилась на канале, проводила чистки, проводила ритуалы фортуне. Благодаря Инге я смогла переехать из Казахстана в Россию, я послушала ее прогноз. Вот. И я решила провести ритуал «Призвать любимого». Когда я его провела, там нужно на следующий день повязать ленточку на дерево. а, Я это сделала, и на следующий день этот парень, который мне нравился, он дал мне свою визитку, чтобы познакомиться. Ну, я сочла это не очень красивым, и я не стала звонить. А, Чуть позже, где-то через неделю, я провела еще раз этот же ритуал, и снова встретила на следующий день этого парня. Он уже сам лично ко мне подошел и говорит: давайте познакомимся с вами, напишите мне, у вас мой номер телефона. Вот. Ну, я на следующий день ему написала, и мы начали встречаться. Встречались мы 9 месяцев. У нас была сумасшедшая любовь, просто нереальные отношения, все было замечательно. Вот. Потом я проводила ритуал на покупку дома. Я взяла дом в ипотеку, мне этот парень помог. Помог тем, что, ну, он смог договориться с хозяином, потому что там человек был старый и неконтактный. А, После того, как я взяла дом, он сказал, что он мне будет помогать. Какое-то время он мне помогал, но потом наши отношения стали ухудшаться. Его мать начала настраивать его против меня. И после этого я решила поделать чистки соляной столб. Когда первый раз я сделала эту чистку, мой парень заболел. Ну, я как-то не придала этому значения, он вообще часто болел. Вот. И через какое-то время я решила сделать несколько дней подряд соляной столб, потому что отношения наши ухудшались. Я знала уже, что его мама против. Он мне сказал, что, ну, мама просто ревновала его ко мне, что он уделяет очень много времени и помогает мне. Я сделала соляной столб второй раз, у него сломалась машина. Сломалась очень сильно, там дорогая деталь должна была быть, он ее пытался сам сделать, и у него не получилось, он испортил ее совсем. Причем он очень хорошо умеет ремонтировать это все, но он говорит, вообще каким образом непонятно, у меня соскользнула рука, и я вообще испортил все, там всю системную плату, вот, и у него испортилась эта деталь. Без восстановления, восстановлению не подлежит. Он решил взять машину у сестры, это было утром, он решил взять машину у сестры, и к вечеру машина сестры тоже сломалась. В общем, ремонтировал он уже обе машины. После третьего раза, когда я провела соляной столб, он покрылся весь пятнами. Судя по всему, это была крапивница, ну, на нервной, ну, на нервной почве. Вот. И в итоге все меньше и меньше мы стали с ним общаться, и в конечном итоге мы совсем расстались. Вот. Я думаю, что чистка просто очистила мое пространство от ненужных людей. Потом я провела ритуал воздаяния врагам, и меня на улице встретила его мама. Она преследовала меня до самого дома. В итоге она меня избила, вот, и кричала все, что я такая плохая. Ну, было нечеловеческое лицо. Под конец уже и у него, мне мама говорит, он на черта стал похож. Он был не похож на себя, то есть открылось его лицо настоящее. Его мама закатила истерику, дралась со мной. В общем, вот так вот чистки открыли лицо людей для меня, которые, в принципе, вели себя очень прилично.
И вроде бы намечалась у нас совместная жизнь, любовь и все такое. Ну вот я рада, что сейчас не сильно далеко зашло, что у меня нет от него детей, и в принципе мы просто встречались. Вот. Я рада, что небеса избавляют меня от ненужных людей и открывают мне глаза и показывают их истинное лицо. Я хотела бы сказать спасибо большое вам, Инга, за ваши работы. Спасибо большое, Яна, вам тоже за вашу работу. Я очень рада, что я нахожусь на вашем канале. Дальше буду продолжать совершать ритуалы. Спасибо вам большое. Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яна и все слушатели канала «Ведьмина изба». Я хочу рассказать о некоторых результатах. Также хочу поблагодарить нашу уважаемую Ингу за все, что она нам дает, и за всю помощь, которую мы от нее получаем. А также я хочу поблагодарить душу Екатерины Великой, которая помогала мне, когда я к ней обращалась. Об этом и будет мой рассказ. Я жила у Финского залива, и нам никак не могли обустроить набережную. Там выделялись деньги, большие суммы, но они куда-то все уходили, и никак никто не мог ничего сделать, ни одной скамейки поставить. И я решила, все, надо что-то делать, потому что активисты ничего не добиваются, ничего у них не выходит. Обратилась к душе Великой Екатерины. И через некоторое время те, кто вот эти деньги разворовал, скажем так, на них завели уголовные дела. И через 1,5 года набережная Финского залива обустроена. Возможно, это не так, как хотели активисты, но, по крайней мере, она есть, и там все сделано. И теперь все красиво, можно гулять, отдыхать. Это первый результат. Второе, там в том же районе, там была свалка незаконная в устье реки, где, между прочим, были краснокнижные растения. И я тоже сделала ритуал, обратилась к Великой Екатерине, попросила, чтобы эту свалку убрали. И через некоторое время я читаю в новостях, что главный, кто организовал эту свалку, оказался зарезанным дома. Его, значит, убила какая-то женщина, с которой он выпивал. Ну, сейчас свалка, как бы она то есть, то нет, но, тем не менее, тот, кто это все организовал, он поплатился за свои дела. Дальше я обращалась по поводу незаконной парковки платной. Опять же, там были такие баталии с жильцами. Даже доходило дело до драк, потому что делали парковку на зеленой зоне, где должен был быть парк. Там все в асфальт укатали, поставили вагончики, заборы, извиняюсь, и хотели делать платную парковку. Я тоже сделала ритуал. В итоге, конечно, асфальт остался, но эта парковка бесплатная. Больше этих наглых мужиков там нет, которые просто дрались с жильцами, которые были против всего этого. И все, больше их там нету, и не знаю, что будут они, не будут. Но, по крайней мере, никак их дело не развивается. И последний раз, когда я обращалась год назад где-то в моем доме, многоквартирном, очень большом, никак не могли сделать систему видеонаблюдения в подъездах. А это было очень нужно, потому что постоянный вандализм просто невозможно было терпеть. И видеонаблюдение никак не делалось, никто не мог договориться, потому что деньги там были большие, все хотели урвать кусочек, а в итоге страдали жители, потому что нам все равно кому платить. Нам было важно, чтобы у нас наконец-то был порядок и чистота в подъездах. И вот через год, получается, уже везде, во всем доме поставлены видеокамеры, что не могли сделать лет 8, по-моему. То есть там битва была между управляющей компанией, всеми этими фирмами, кто что хотел, везде каждый хотел навариться на этом, как говорится. Но все-таки нашлось
одна фирма, они договорились, и все. И все это благодаря вот вашим ритуалам, точнее ритуалу, уважаемая Инга. И спасибо огромное душе Екатерины Великой. Я немного волнуюсь, так что прошу меня извинить за недочеты. Добрый день, уважаемая Инга. Добрый день, дорогая Яночка. Я приветствую всех зрителей канала «Ведьмина изба». Позвольте рассказать вам историю, что приключилось с нами весной. Без приключения мы никуда. Мы возвращались с Краснодарского края, и уже было где-то ближе к обеду, и мы захотели перекусить. По возвращению мы проезжали по городу, стали искать глазами кафешки. Кафешку мы благополучно нашли, а вот автобусную остановку мы прошляпили. Наверное, урчание в наших животах перебило внимание водителя моего. Знак автобусной остановки был прикрыт стоящим рядом автомобилем «Газель». Дальше еще стояли после знака автомобили, но это видно автомобили владельцев этих кафешек. Мы рядышком припарковались, а я еще спросила у мужа, а это случайно не автобусная остановка? На что мне был дан четкий ответ: нет, ты видишь, разметки желтой нет. Ладно. От ароматов у нас, в общем, напрочь пропало все, даже чувство страха. Мы заказали шаурму и кофе. Рядом с этим кафе стояли столики. Чтобы не ляпать в машине, мы стали кушать на улице, и это нас спасло. Муж стоял боком к этой картине, а я лицом. И я вижу, что какой-то финт бородатый, и сотрудник ДПС ищет владельца какой-то машины. Я мужу говорю: посмотри. Он сразу смекитил, что происходит. И говорит: не смотри туда. Я тогда еще не могла понять, что владельцы, которые не ищут, это мы. Но между нами где-то метров 30. Он на меня смотрит, я на него смотрю, но я понимаю, что он смотрит мимо меня, через меня. От переживания, от того, что нас могут наказать, и штраф не маленький, я начала мысленно просить Духа Череда о помощи. И, видно, от переживания я перешла на громкую речь. Переведя взгляд от сотрудника ДПС на мужа, у мужа округлились глаза. Он понимал, что кто-то нам должен помочь, но кто такой Черед, он не понимал. Чтобы муж не переживал, я ему говорю: спокойствие, еще раз спокойствие, я тебе в машине все расскажу. Это где-то продолжалось, эти прятки продолжались где-то минут 30. За это время они их поймали еще 4 нарушителей, подперли нашу машину машиной ДПС, могли свободно снять с нашего номера адрес владельца, и выписать нам штраф. И тут произошло чудо. В их машине сработала рация. Их вызвали где-то в центре города, случилась авария. И муж скомандовал. Он увидел, что они отъехали, он скомандовал: бежим. Я не бегала, наверное, так лет 10. Летела как стрела. Мы прыгнули в машину, и случилось еще одно чудо. На светофоре подъехала и скрыла нас машина, большой груз, такая тентованная машина. Мы втиснулись в этот ряд, поблагодарили задних водителей. Где-то это была всего минута. Включился зеленый светофор, зеленый свет светофора, и мы благополучно двинулись домой. На вопрос, большой ли был штраф, муж кивнул «да». И мне прозвучал вопрос: кто такой Черед? И я начала объяснять, что это дух, что он спаситель, что нам дала его Инга, что он сохраняет нас, таких простых людей, водителей в дороге, и помогает, и дает нам помощь, что он наш защитник. И что его надо отблагодарить, надо купить коньяк дорогой и отблагодарить. Я говорю: давай где-нибудь здесь остановимся, на что мне сказал. Мне одной остановки уже хватило. Мы едем домой, заезжаем в район-центр, покупаем дорогой коньяк, и мы обязательно отблагодарим Духа Череда. Что мы и сделали. Мой муж не верит ни в одни силы, а здесь сам лично поблагодарил Духа Череда. И я хочу поблагодарить нашу уважаемую Ингу. Добрый день, меня зовут Настя, мне 31 год. Хочу поблагодарить Ингу Хазроеву за ее ритуал от женских болезней. Хочу сказать, что все ваши, Инга Хазроева, ритуалы рабочие. У меня все сбывается просто с молниеносной скоростью. Но этот обряд какой-то особенный. С 2016 года я мучаюсь такой болезнью, как эндометриоз, который появился из-за хирургического вмешательства. И мне врачи сказали: этот эндометриоз теперь будет жить с вами до конца ваших дней, он никак не лечится, это вот такая проблема у женщин.
Расскажу вкратце, это до критических дней начинается просто черная мазня, и после критических дней, и дня 4 она идет, до и после. Это ужасное чувство, это ты постоянно ходишь, простите за подробности, с ежедневкой. Это ужасные боли, это такой дискомфорт. И в июне мне сказали, что мне снова вылезла киста, которая должна убираться только операционным образом. Я пришла домой, не расстраиваясь, сделала этот обряд, который мне моя знакомая Олеся советовала. Вот, я пришла, сделала, провела этот обряд, и я ждала, я знала, что все уйдет. Вы не поверите, киста моя исчезла, которая должна была убраться только с помощью операции. И когда пришел цикл мой, у меня не было этого вот черного выделения. Я была очень удивлена, удивлена и думаю, дождусь еще вот следующего цикла. И вот приходит снова мой цикл. Вы не поверите, но моей черной мазни нету. Как пришли критические дни без мазни, так они ушли. У меня нет теперь мазни ни до, ни после. Я просто вот в шоке от того, что я столько лет мучилась. Я хочу поблагодарить вас, Инга Хазроева, за то, что вы делаете для нас, за то, что я теперь просто как обычный человек, видимо, без вот этой вот проблемы, потому что для меня это была дикая проблема, особенно когда ты живешь с мужем. Это постоянно я спринцевалась, пыталась как-то это убрать. Простите еще раз за мои подробности, но я хочу, чтобы женщины услышали, что это действительно рабочий ритуал, и он не заставил меня долго ждать. У меня не было операции, которая должна была быть в июле месяце. 2 цикла моих пришли без вот этой вот мазни. Все, я как обычный человек живу с обычными месячными. Я уверена, что теперь эта болезнь ко мне не вернется. А если она снова вернется, то я снова проведу этот обряд. Спасибо вам огромное, Инга Хазроева. Я безумно вам благодарна за все ваши обряды. Вот, и хочу, чтобы женщины проводили, у кого есть такая проблема. Спасибо вам огромное.